Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сейчас буду пить чай. Сейчас уже, кстати, 5:30 вечера. Я закончила предыдущий влог и начинаю снимать новый. Чай я буду заваривать вот в этом чайнике, который мне безумно нравится. И это у меня будет Надин, исполнение желаний, покупала его как раз себе к Новому году. Черный крупнолистовой чай с добавками и с ароматом специй и шоколада. Вот. Можно почитать состав, вдруг кому-то интересно. Тут и кусочки имбиря, корицы, шиповник, кардамон. Кардамон очень люблю, цедра апельсина, розовый перец, анис. В общем, классно. Я его один раз попробовала, как только приобрела. Хороший чай. В прошлом видео я показывала, что сделала картошку пирожное. Обваляла это в кокосовой стружке. И сейчас как раз уже прошел час, даже больше. В общем, буду пить чай, пробовать. Возьму, наверное, какую? Пусть будет вот эта пироженка. Чай очень ароматный. Кружка, конечно, довольно-таки большая, но зато новогодняя. У меня просто еще где-то одна лежит новогодняя. Лень искать. Вот так накрыла в этот раз на стол. Новая у меня салфетка. Я ее давно прикупила, но первый раз использую именно на столе. Пироженку попробовала, она очень вкусная. Просто вообще очень. Мне понравилось, и что, конечно, радует, это то, что вот они такие маленькие. По 13, по 15 грамм. Это идеально, потому что в Ашане, например, даже внутренней марки пироженки эти продаются, они стоят, рублей 16. Но там 70 грамм. Это довольно-таки много калорий. Очень вкусно, но даже для разового перекуса нет. Иногда подходит, иногда нет, хотя их, кстати, разбирают, потому что очень классные пироженки. Состав там не самый лучший. А здесь вроде как, я не знаю, печем дома, вот эта марка. Я в пустышках покажу. Я оставила, просто сейчас неохота за этим всем тянуться. Сейчас я буду еще чай допивать с яблоком. И, кстати, по количеству сахара мне очень понравилось. Там нет приторной какой-то сладости, ничего подобного. Вообще здорово. Сейчас ходила гулять с собакой, и потом уже, раз уж была все равно одета, пошла в пятерочку. Сейчас без 10:09 вечера. Взяла муку, вообще она у меня есть, я ее очень давно не покупала, потому что был запас, и одно время вообще не пекла. Взяла одну, сейчас уже 52 рубля цена. 2 рулона туалетной бумаги по 6 с копейками, по 19 с копейками, уже считайте почти за 20 овсянку. Это, конечно, ценник хорошенько так вырос. Творог мой любимый, обезжиренный, по 38 рублей с копейками. Наконец-то появилась клюква, но тоже подорожала уже 139, потому что вообще она была 90 с чем-то, но я ее так и не могла найти. Потом смотрю 129, а сейчас уже прошло 2 недели, 139. Вообще жесть, конечно. Лук, по-моему, по 22, чеснок, сейчас скажу, поскольку за килограмм, 399 рублей за килограмм, у меня на 42 рубля 40 копеек, 106 грамм. Лук это для ушастика, это для меня. В общем-то, все, что я купила, то есть чисто необходимые вещи, потому что мука я буду там пряники, еще печенье делать. Соответственно, она просто должна быть.
Ну и так вот чисто по необходимости. Уже другой день, я завтракаю, у меня какао без сахара, имбирная печенька. Ну, печенька весит 4 грамма. Ну и, соответственно, каша. Вчера я все-таки овсянку купила, поэтому, наконец-то, моя любимая каша. С соевым соусом и сосисками. Хотя манка, она тоже вкусная, но она меня не насыщает энергией, в отличие от овсянки. Сейчас буду варить клюквенный морс. Ну, в общем-то, вода, клюква и немного сахара. Я бы предпочла без сахара, но клюква достаточно все-таки кислая ягода, и это уже будет небезопасно. Вот. Клюквенный морс мне предстоит выпить за день. Ну, чисто для лечения. Давно хотела приобрести, но что-то нигде не встречалась мне клюква. Вот в этот раз нашла в магазине, поэтому буду пить. Сейчас 8 утра, я поставила еще собаке гречку, и сейчас я буду делать себе такое пюре овощное из картошки, морковки, репы. Ну да, и скорее всего все, потому что кабачки вечером я и так тушу. Пюре готово, но, правда, морковь все равно крупными кусочками. Это не страшно. Я сначала вытащила картошку и репу, потому что это сварилось вперед, а морковь у меня еще минут 40 варилась, но в итоге все равно не измельчалась. Ну, в смысле, я измельчала толкушкой. У меня есть еще такой пресс из Икеи, но, честно, не очень его люблю. Еще куча всяких приспособлений, но я взяла обычную советскую толкушку. Ну и понятное дело, что картошка, репа, это все отлично можно было раздавить, а вот с морковью все равно какие-то проблемы. Ну да ладно, это меня не сильно как-то пугает и расстраивает. В общем, пюре получилось очень вкусное и ароматное. Сейчас буду есть. У меня как раз-таки пюре вот, овощное. Потом я сделала свеклу с чесноком, печеночный паштет, но который без масла я делаю. Вот так вот в несколько слоев. Ну и, соответственно, прессом. Села ужинать. У меня тут такой тигренок вот с этими штучками. Сделала канапе такое, брюссельская капуста и брокколи. Вот здесь у меня салат из свежих овощей, а здесь тушеные овощи и гречка. Здесь соевый соус, тут томатная паста. Вот. Ну, такая новогодняя у меня салфетка. Ну и постелила вот это вот. Ну, это можно, я уже говорила, хоть как полотенце, хоть как скатерть использовать. Но скатерть я вообще-то не люблю, полотенца у меня немного другие. Вот. Но сейчас в качестве такого новогоднего декора вполне можно. И пуансетия, в общем, отлично. Уже другой день, я завтракаю. В этот раз у меня печенька такой формы. Зажгла свечку. Ну и, как всегда, каша. Я думала, может быть, сделать мне в этот раз с молоком кашу, но что-то нет. Решила, что больше мне нравится именно с соевым соусом. Сейчас уже 2 часа дня. У меня день какой-то ленивый сегодня получился, потому что я позавтракала, продолжила снимать хобби-влог, дораскрашивала иллюстрацию и, в общем, смотрела «Иронию судьбы» 2 серию. Потом, когда я дораскрашивала, села в кресло досмотреть «Иронию судьбы» и уснула, потому что мне еще пока не здоровится. Вот. Ну, мне уже лучше, но тем не менее. Вот. А у нас еще, видите, снежная погода, видимо, поэтому я уснула. По итогу я только 1 раз позавтракала, и к 2 часам я еще даже 500 калорий не наела.
Ну и в итоге сейчас, проснувшись, села перекусить. У меня здесь 50 грамм обезжиренного творога, 2 грамма соленой карамели, сироп. Ну это прям совсем там по калориям, совсем чуть-чуть тоже. Ну и кофе сварила себе. Вот. Наконец-то я сделала тесто для пряников. Делаю впервые, поэтому не знаю, можно сказать, проверяю рецепт. Вообще, вот когда я делала имбирные печеньки, они получились с первого раза просто идеальные, я уже делала 3 раза. Вот. Здесь же по рецепту килограмм муки, но тесто получилось не так, как заявлено, еще грамм 50 пришлось добавить постепенно. Муку я всегда использую одну и ту же, поэтому она проверена уже довольно давно, и на нее грешить точно нельзя. То, что у меня весы ошиблись, тоже не вариант, потому что настолько они не могут ошибиться, это тоже точно я проверяла. Ну, в общем, ладно, посмотрим, что будет. Я надеюсь, что получится вкусно, потому как будет очень обидно выбросить в помойку килограмм муки, 200 миллилитров там масла, полкило сахара, там, ну и тому подобное. Ну что ж, попробуем, что из этого всего выйдет. Не знаю. По-моему, я достаточно тонко раскатываю. Ну ладно, я сейчас буду экспериментировать, но в целом первый косяк, который я уже заметила, он мне не сильно нравится. Но потом уже. Так, сейчас вот это сниму. Мне, конечно, нужно, чтобы маленькие были. Так, теперь все надо выложить на этот коврик. Раньше я этими ковриками не пользовалась, а сейчас мне очень нравится. Удобно, конечно. Вот у меня 2 таких. Это, конечно, классно. Фольга это хорошо, но коврик проще. И еще сейчас раскатаю. Почему-то всегда получается тонко. И еще печеньки. Это самая маленькая формочка из всех. В общем, любопытно, что получится из этого. Первая партия уже испеклась. Это вот внешняя сторона. Я не знаю, почему они такие светлые, кстати. Ну и вот это вот внутренняя, так сказать, сторона, нижняя часть. Вот, я уже попробовала, ну, на вкус, внутри они как бы, да, как пряники, на вкус они, в принципе, хорошие, но их настоящий вкус раскрывается только через несколько часов, к тому же их нужно хранить в пакете или в банке, они хранятся долго, как я прочитала, вот, и сейчас еще нужно будет, глазурь наносить, но это когда уже все испечется, все остынет. Поэтому, в принципе, я одну попробовала, как бы один пряник попробовала, потому что нужно понимать, что вообще получается. Ну, в целом, как бы норма, а там посмотрим. Потому что имбирное печенье, оно тоже, как бы, знаете, вот раскрывается потом. Я единственное, что хочу вот туда, куда я ставлю противень, повыше поднять. Но у меня духовка электрическая, я ставлю и верх, и низ, чтобы как бы был румяный. Не знаю, что за ерунда сейчас творится. Ладно, это не важно. Главное, что вот как бы в принципе съедобно вполне. Только я переживаю за то, что они вроде как, может быть, они у меня полежали буквально минут 15-20. Но им как-то остыть надо, потому что, не знаю, в общем, ладно, буду экспериментировать. Скорее всего, я имбирные печеньки куда-нибудь переложу в какую-нибудь, например, банку, а вот в этот специальный лоток для пирога я уберу печеньки. Может быть, так сделаю. Не знаю даже, честно говоря. Почему я захотела сама сделать пряники? В теории я хоть и не какая-то там сладкоежка,
Кстати говоря, сейчас уже витаминов в организме у меня достаточно за счет вот ампул и рыбьего жира, и все, мне больше сладкого не хочется. Вот. А так вот каждый день понемножку я с удовольствием рада побаловаться чем-то, но в небольших порциях. А пряники все-таки, ну, во-первых, понятно, куча консервантов. Во-вторых, как мы понимаем, они, даже если они маленькие, а так в основном еще и большие, а мне нужно оптимально 15-20 грамм. Так, вот очередная партия, сейчас быстро остынут, и я их тоже уберу сразу же в пакет. Ну, даже я их сейчас уберу, просто пакет не буду закрывать, и все. Это вот на вот этой штуковине, коврике для выпечки. Сейчас я их сюда переложу. Попробовала я поставить повыше, посмотрим, что из этого получится. Уже 3 противня испекла, вот это будет 5-й. Я поняла, в чем дело. В прянике нужно тесто 1-2 сантиметра раскатывать, но у меня тут максимум 1 сантиметр, поэтому да. Вот, видимо, в следующий раз я обязательно повторю. Хочу сделать еще пряников. Их я уже сделаю побольше размером. Но мне нужны именно вот такие маленькие. А вот это уже полноценные пряники, потому что я их перелепила заново. Уже прям толстенькие такие получились, только вот вытащила. Видите, какие большие получились. Ну, кстати, я посмотрела, вроде как в рецепте они тоже светлые, потому что потом будет глазурь, все дела. Вот. Забавно. В общем, завтра я еще сделаю партию, потому что я хочу еще и дарить, там, так далее. Поэтому нормально. Кстати, по сахару, несмотря на то, что его очень много там сахара, по факту не так уж и не приторно сладко, что радует. Ну, а сейчас я буду ужинать. На ужин у меня пюре, как и вчера, морковка, картошка и репа. Ну и, соответственно, слой печени тушеной и слой этой самой свеклы. Уже другой день, и я села завтракать. Я сегодня буду печь другие пряники. Дело в том, что вот эти, которые я сделала, в целом они вкусные, но меня что-то напрягает, и я даже не буду покрывать их глазурью. Пущу собакины вкусняшки, их, правда, много, но они долго хранятся, поэтому как бы никаких проблем нет. Я, правда, еще не смотрела, что с первыми вот пряниками, ну, несколько партий. А вот последние я сделала такие, ну, довольно толстенькие, как положено. Но, в принципе, они сохранили до утра мягкость, никаких проблем. И если их покрыть глазурью, будет замечательно. Тем более, что, в принципе, как я посмотрела разные рецепты, если, допустим, пряники без какао, то они и будут светлые, и потом только вот с глазурью. Но я все-таки хочу найти другой рецепт. Этот чем-то меня не устраивает. Вот. У меня каши сегодня половина порции, попозже я сварю вторую, потому что я поняла, что мне так гораздо комфортнее. Ну и, конечно же, какао. Суп у меня не готов, поэтому на обед у меня домашние пельмени. Я не помню, с индейкой или с курятиной я готовила. Также китайская капуста, стебель сельдерея и томатная паста. Я, правда, в этот раз добавляла специи ашан с птичкой для пельменей 1 грамм, но это немного. А я сейчас пью чай. Это липа. Здесь, в принципе, нет там черного чая или зеленого. Хотя у меня есть еще и красный, и синий чай. Вот, здесь просто трава. Мята сушеная, хотя у меня вот в горшочке растет свежая мята, но сухую тоже неплохо бы допить. Поэтому добавилась сюда сухой мяты и липы, мне ученица дарила. Вот, и также имбирь и лимон. Вот как раз-таки пью. Смотрите, это, по-моему, я в Fix Price покупала, не помню, 2 года, наверное, назад.
Красота, конечно. Вот. И была у меня печенька. Точнее, пряник. Маленький, 9 грамм. Как раз у меня получились они. Это здорово прям, что они маленькие. Вот, ладно, я сейчас снимаю в процессе хобби-влог. И потом буду уже по дому что-то делать. Нашла рецепт лимонных пряников и вот решила попробовать. Ну, по крайней мере, тесто мне уже понравилось. А там посмотрим, что будет дальше. Ну, ингредиентов идет гораздо меньше, но и, соответственно, пряников получается меньше. Но я считаю, что на пробу это идеально, чем переводить кучу продуктов. Вот. Пряники готовы. У меня здесь был прям маленький, 6-граммовый, я попробовала. Он очень классный и в меру сладкий. Ну, хотя настоящий вкус он будет, я думаю, к утру раскроется, но вообще они классные, мне понравились. Ну, на данный момент сейчас я буду делать глазурь уже. Вот. Ну, это точно рецепт лучше, и есть вероятность, что я дам ссылочку, потому что вроде как реально классно. И, конечно, аромат вот это лимонный, вообще просто бомба. Приложила я пряники вот в эту форму, она специально для выпечки. Имбирные печеньки убрала в другие коробочки. В общем, ну, с глазурью я научусь еще обращаться. Я просто, честно, забыла, которая приспособа мне понравилась больше. И в спешке взяла не ту. Ну да ладно, это не так важно. Завтра я уже смогу больше понять, понравилось мне или нет. Я думаю, будет логично каждый пряник обернуть в пищевую пленку. Получилось пряники, ну, где-то вместе с глазурью от 20 до 28 грамм. Глазурь здесь от Престон, вот такая кремовая, и голубая от Пудов. Ну, в общем-то, ну, в теории можно же и без этого обходиться, но, знаете, как бы поприятнее вроде как, когда они такие украшенные. Ну, мне важно, насколько они будут завтра мягкие и как они внутри, потому что я попробовала маленький пряник, ну, что-то очень сложно сказать. Вот. Что касается же, какая мне вот глазурь понравилась больше или меньше, на самом деле у каждой есть плюсы, минусы. Например, от Престон по цене я не помню. Голубую, зеленую я покупала недавно, а от Престон давно, но мне кажется, по-моему, она дешевле. Но это не суть важно, там цена вопроса не такая большая. По факту я хочу научиться сама делать глазурь, наверное. И подкрашивать ее тоже можно самостоятельно, это даже будет проще. Но тоже еще не уверена. Дело в том, что от Престон она такая кремовая. Кремового цвета, разводится проще, чисто только водой. Застывает быстрее, с ней прям надо побыстрее обращаться. Голубая застывает чуть дольше. Ну, разводится тоже просто, но помимо горячей воды здесь еще нужно добавлять масло. Вот. Подсолнечное. Немножко. На полную упаковку чайная ложка. Или чуть меньше, ну что-то около того. Соответственно, обращаться с ней вроде как попроще. Но, опять же, мне еще нужно было... Я немножко потеряла время, потому что взвешивала конечный результат. Ну, короче, как-то так. Ну, а в целом, вот, более-менее на этот момент я пока результатом довольна. Завтра утром попробую и вам расскажу, ну и, конечно, покажу, как они внутри. Ну, в теории здесь разрыхлитель теста, поэтому должны получиться лучше. Если понравится, тогда я ВКонтакте добавлю ссылку на рецепт. Всем доброе утро, всех с праздником. Ну и сейчас пришло время попробовать, как получился пряник. Я сегодня утро начинаю с кофе. На самом деле должны были поехать с ученицей погулять, но в итоге и она разболелась, и
я еще не выздоровела. Голос садится, но это как раз в завершении всяких болячек, так что, в принципе, но видок у меня нездоровый. Кстати, те пряники, которые я сделала, сейчас тоже открывала, давала собаке, они достаточно такие мягкие, свежие. Но, конечно, эти пряники все равно лучше. Посмотрите, какие они классные. Вообще. И оказались очень вкусные. Так что я рецепт сегодня обязательно оставлю ВКонтакте. Потому что очень хороший. Сейчас пойду в магазин. Надо купить овощи. Еще я заказала витамины, у меня закончились. А пока пью чай. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм 3 рыжая 3 8. Благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.